Привет, друзья! Вот вы никогда не задавались вопросом, действительно ли многие башни в игре Kingdom Rush Battles мусор? Или все же эти башни просто менее популярны остальных и на самом деле таят в себе лютую мощь? В данном видео я попытаюсь ответить на этот довольно интересный и непростой вопрос. Традиционно один из моих подписчиков решил взять меня на слабо и предложил отыграть катки с самыми слабыми башнями, ну и по возможности героями. А я-то чё? Я парень гордый, конечно же согласился. Сыграл несколько сражений и понял, что не все так просто, что оказывается добрая половина башен из моего списка очень даже хороши. Мне нужен был более детальный тест. И как же удачненько подвернулись официальный гранд-турнир от Ironhide, в котором я активно использовал гномью артиллерию и обычного мага, где по итогу проиграл будущему чемпиону, и неофициальный турнир с использованием только стрелковых башен и героев-лучников. Башни лучников, Карл, что может быть более нищебродным, нежели башни данной категории? Ну а чтобы было еще веселее, через свой ТГ-канал завербовал на эти турниры еще нескольких желающих и ход событий освещал в телеге. Сразу скажу, все огромные молодцы и по итогу показали очень классный результат. Соперники на минуточку были не с улицы, а лучшие из лучших. Тот же Люцерна, например, встретился по сетке с обоими финалистами Кубка Креаторов и разбил их в пух и прах. А спамер 777, лютый чертяра, так и вовсе занял второе место в турнире лучников. Это было мощно. Учитывая весь этот игровой процесс и последнее обновление, где были переработаны ряд башен и героев, готов ответить на поставленный мною же вопрос. Какие башни из числа малопопулярных все же могут быть полезны в твоей колоде? Святилище, или как еще часто называют, башня Дидры. Был увеличен минимальный урон на каждом уровне прокачки. Уменьшена стоимость способности аура жизни со 170 до 150 монет, как и уменьшен кулдаун данной способности до 17 секунд. Но что немаловажно, до 50% увеличен хил ауры жизни. И да, башня все еще довольно ситуативна. Не думаю, что ее часто будем встречать на стадионе. Но вот в дружеских или ивентах, например в ферме, будьте уверены, там точно эта башня будет светиться. Башня мага. Моя личная темная лошадка. Данная башня не получила в свежем патче никаких бафов, но тем не менее на сегодняшний день это магическая основа моей колоды на стадионе. Я уже молчу про дружеские, где при любом построении на любой карте магу всегда найдется место. При стоимости всего 70 золотых с нынешней экономикой игры ты можешь поставить сразу две башни. А с учетом того, как часто на обычные башни падают карты, прокачать мага на высокий уровень не составит труда. На 12 уровне при фуловой прокачке имеет 2326 единиц базового урона. К тому же по типу Теслы обладает постоянной способностью поражать сразу две цели. Ну а если раскошелишься на 190 монет при полной прокачке башни, ты получишь магическую артиллерию, которая каждые 14 секунд атакует сразу 8 целей, нанося максимальный урон в размере 1954 единиц. Как по мне, очень даже неплохой выбор. Гномья артиллерия. Вся проблема толстушки в том, что альтернативы этой башни для построения стратегии в игре очень много. Тут и Тесла, и Друид, и даже мушкеты со шрапнелью. А теперь еще и переработанная батлмеха. К тому же не забываем о землях Валардула и низкой скорости атаки. Но преимущество башни в другом. Гномья арта дешевле своих ближайших конкурентов. И прокачать на фулл легче и быстрее, особенно в дружеских ивентах. И вот тут мы получаем доступ к саботажной способности. Каждые 18 секунд летит ракета на сторону соперника и бьет по вражеским юнитам, оглушая их и нанося хороший урон. При этом почти на 5 секунд блокируя работу рядом находящихся башен, временно парализуя оборону соперника. Это же касается пеших героев и Бересада. Да-да, черный дракон тоже в этом списке, так как постоянно спамнит голема, а это как бы на минуточку юнит. Ты скажешь, можно убрать казарму и взять другого дракона, или же ракетных стрелков. Это будет работать до тех пор, пока не побегут кустики и не покатятся броненосцы. Одним словом, если бы в игре был 5-й слот для башен, как в Ведженсе или Альянсе,
однозначно бы взял именно гномью артиллерию. Колдун. Одна из лучших на сегодняшний день башен поддержки. Если ты не любишь использовать заклинания на снятие брони, этот маг точно тебе пригодится. Имеет высокую скорость атаки, что позволяет пометить каждого пробегающего рядом врага. Обладает неплохим уроном и вызывает мощного элементаля с хорошей броней и высоким уровнем здоровья. Обычно башню размещают у выхода, чтобы сразу пометить бронированных врагов, и в дальнейшем легче их уничтожать. Охотничий аванпост. С выходом последнего обновления данная башня получила довольно много бафов. Во-первых, увеличен минимальный урон обычной атаки. Во-вторых, аж на целых 5 монет снижена стоимость улучшения башни на 2 и 3 уровне. Но самое вкусное, повышен урон орла, особенно на 1 уровне, аж на 150%. Уменьшен кулдаун медвежьей ловушки с 8 до 3 секунд, как и стоимость самой способности до 160 монет. Уменьшили стоимость и саботажной способности аж на 30 монет. Правда, орел все так же остался хиленьким. На самом деле башня довольно полезна. Орел не только наносит высокий урон, но и оглушает врага. Это же касается и босса. То же самое и про капканы, которых на карте может быть очень много, с учетом высокой скорости перезарядки. С башнями закончили. Предлагаю немного уделить внимание героям. Сперва лучники. Весперу увеличили урон в ближнем бою. Алерию все так же продолжают жестко игнорить. Правда, на самом турнире принцесса себя очень хорошо проявила. И в ближайшее время ожидаем патч с ее улучшением. Грол. Этому каменному великану жестко увеличили минимальный урон аж на 200%, как и максимальный на 166%. Теперь эта каменная глыба даже на 7 уровне наносит 1850 единиц урона, имея 70% броню и высокий уровень здоровья. Скорость передвижения осталась довольно низкой. Ну что мы хотели, это же камень. Ах да, валун, как и было раньше, теперь наносит чистый урон. И если на стадионе данный герой будет редким гостем, в ивентах видеть его мы будем однозначно чаще. Ну и напоследок, пару слов о пильщике. Этому мастеру по дереву сделали 100% шанс инстакила с перезарядкой каждые 17 секунд. Уменьшен кулдаун способности лесопилка до 10 секунд. А еще увеличили урон его основной атаки. И вот этот герой точно будет встречаться даже на стадионе. Как итог, героев и башен в игре, которые могут составить конкуренцию нынешней мете, довольно много. И то, что разрабы стали уделять больше внимания именно непопулярным башням и героям, меня лично радует. Благодаря таким обновлениям и личным тестированиям, игровые колоды могут становиться более разнообразными. А чем больше выбор, тем интереснее и сама игра. А на этом, друзья, я буду заканчивать. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.